Ребятушки, привет! С вами канал со сложным названием dachaclubmd.ru. И сегодня у нас на обзоре самая бюджетная комплектация Логана 2021 года. Кстати, на нашем канале уже есть подробный обзор на данный автомобиль. Ссылочку вы сейчас видите наверху. Хотите анекдот? В общем, останавливается на светофоре водитель Логана и водитель Lamborghini. Водитель Логана, крутя ручку, опускает стекло и спрашивает: ну как вообще автомобиль, ездит нормально? Не жалуешься? На что водитель Lamborghini отвечает: да нет, вроде нормальный автомобиль, а вы почему спрашиваете? На что водитель Логана отвечает: ну, я вижу, их в народе не особо покупают. Не знаю, смешно или нет, но перед нами самая дешевая версия Логана на сегодняшний день. Напомню, что это Логан 2021 года, это Логан третьего поколения. Он себя зарекомендовал как коммерческий автомобиль с неубиваемой подвеской, надежным двигателем и вполне себе достойным дизайном. Ну, давайте разберемся, так это или нет. Ну а теперь мы начнем. Пожалуй, традиционно мы начнем с экстерьера. Что мы здесь можем отметить? Конечно же, новая оптика присутствует во всех моделях. Ближний свет у нас LED, дальний галоген. В данной комплектации у нас не предусмотрены противотуманные фары. Спереди мордашка также выглядит агрессивно, бросается в глаза. Новая радиаторная решетка также не обрамлена хромом. Она выглядит достаточно просто, но в то же время стильно. Ну а теперь давайте посмотрим, чем же примечателен автомобиль сбоку. Во всех бюджетных комплектациях устанавливаются стальные колесные диски диаметром 15 дюймов. Далее ручки у нас из неокрашенного пластика. И стоит отметить, что задний бампер также выполнен из неокрашенного пластика. Логан третьего поколения построен на новой платформе CMB, на которой и построен новый Nissan Juke. Касаемо подвески, спереди у нас установлен классический Макферсон, сзади балка. Данная подвеска славится своей неубиваемостью. Спереди устанавливаются вентилируемые дисковые тормоза, сзади обычные барабаны. Напомню, что все модели бюджетных версий выпускаются только в одном цвете, это белый цвет. Ну а теперь давайте посмотрим на автомобиль сзади. Сзади данная модель отличается неокрашенным пластиковым бампером. Еще интересной фишкой данного авто является автоматическое открывание багажника, если у вас, конечно, есть ключ в кармане. Ну а теперь давайте посмотрим и оценим его вместительность. Автомобиль прибавил в размерах. Теперь места в салоне стало больше, также багажное отделение было увеличено. Объем багажника составляет от 528 до 1361 литра. Теперь оператор подойдет ко мне, и мы оценим, как же тут все устроено. Слева у нас расположился домкрат, справа у нас есть ключи для замены колеса. Под полом у нас расположилась полноразмерная запаска. Как мы видим, шумоизоляция отсутствует, но в качестве шумоизоляции у нас служит вот такая вот крышка. На этом, пожалуй, все. Теперь стоит отметить силовую установку автомобиля. Так. Капот довольно тяжелый. Если мы помним, на втором поколении устанавливались газовые упоры. Здесь решили сэкономить немножко. Ну ничего, мы их, наверное, за это простим. Так, что у нас под капотом? В данной комплектации устанавливается только один тип двигателя. Это литровый атмосферный трехцилиндровый двигатель
объемом 1,0 литра, выдающий 65 лошадиных сил и 95 ньютон-метров крутящего момента. Данный тип мотора устанавливается на Logan впервые, и многие задаются вопросом, как же он поведет себя в эксплуатации. Кстати, данный мотор построен на платформе модели объемом 0,9 литра, которая устанавливался на Logan второго поколения. И поинтересовавшись с дилерами, работников сервиса, таксистами, мы узнали, что некоторые автомобили доезжают вплоть до 400 тысяч километров без капремонта. Соответственно, это все происходит при своевременном техобслуживании. Данный двигатель по выбросам соответствует нормам Евро-6. Максимальная скорость данного автомобиля 160 км в час. Разгон от 0 до сотни займет 16,7 секунды. Средний расход топлива 6 литров. Данная силовая установка работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Ну а теперь пришло время пройти в салон и оценить интерьер автомобиля. Ребятушки, все мы знаем, что Logan мы все воспринимаем как коммерческий автомобиль, поэтому мы не будем здесь искать блеска, шика, особых каких-то новшеств. Это просто рабочая лошадка, которая должна ехать. Что мне бы хотелось лично отметить, что мне нравится, это новая приборка, аналоговая. Слева у нас обороты, справа у нас спидометр, по центру расположился бортовой компьютер. В принципе, все схоже на предыдущую версию, но с новым дизайном, что, конечно, греет душу и радует глаз. Единственное, что у нас переместилась кнопка управления бортовым компьютером. Раньше она была на рычажке, теперь предусмотрена специальная кнопка на руле. Автомобиль у нас также обзавелся новым мультифункциональным рулем. Слева у нас расположились кнопки управления круиз-контролем, справа кнопки управления мультимедийкой. Также сигнал у нас переместился с рычага на руль, как у нормальных автомобилей. Руль регулируется, к сожалению, только по высоте. По вылету рулевая колонка не регулируется. Далее, в чем же отличие от более богатых комплектаций? Это тем, что у нас установлена обычная пластиковая вставка под карбон. В более дорогих комплектациях здесь материал использован. Снизу дефлекторы, опять же нового образца, которые не обрамлены ничем. И сверху у нас нет мультимедийки, как в более дорогих комплектациях, но зато есть вот такая вот интересная подставочка, куда мы можем поставить свой телефон. И еще есть USB-порт для зарядки. Ниже дефлекторов у нас расположился блок кнопок. Кнопка закрытия, открытия дверей, аварийка, индикатор работоспособности, подушек безопасности и отключение функции старт-стоп. Под кнопками у нас расположилось 3 крутилки, то есть режим обдува, мощность и температура. Рядышком есть еще кнопка обдува на стекло отдельно. Рядом расположился рычаг переключения передач. Ручник у нас механический, рядышком 2 места для подстаканника и еще одна ниша для хранения мелочевки. По поводу бардачка, стандартный бардачок, здесь нечего отметить. Регулировка зеркал у нас механическая. Далее сверху у нас расположились козырьки без зеркал. Что вы хотите, это бюджетная версия. Сами доклеите дома. Конечно же, во всех моделях по регламенту устанавливаются теперь кнопки SOS. Ну а рядышком расположилось салонное освещение. Обычное зеркало заднего вида. Так как это бюджетная модель, то поручни для водителя и пассажира не предусмотрены. Но мы не будем сильно расстраиваться. Установлены аналогичные сиденья, как и на дорогих комплектациях. Присутствует боковая поддержка и новый подголовник. Единственное отличие – это использование другой ткани. А теперь давайте посмотрим, что у нас с дверными картами. Дверная карта выполнена в стиле минимализма. Использован черный пластик твердый. Ручки открытия дверей также из черного неокрашенного пластика. Вставка из черного пластика под карбон. Напомню, что в более дорогих версиях установлены матерчатые вставки.
Ну и как мы начинали наш обзор про анекдот, где водитель Логана опускал стекла на Логане ручкой, здесь же, конечно, у нас предусмотрены передние стеклоподъемники, что очень радует. Мелочь, но приятно, как говорится. Ну и снизу ниша и динамик. Стандартный, классический. Больше здесь отметить нечего. Давайте посмотрим, что у нас на заднем ряду сидений. Как я и говорил, автомобиль прибавил в размерах. Пространство стало больше как спереди, так и сзади. Главное отличие от более дорогих комплектаций является то, что здесь установлены обычные весла. Карты двери опять же такие же, как и спереди. Сзади у нас нет кармашков, нет подставок, как в более дорогих комплектациях. Сидится удобно, приятно. Как мы уже говорили ранее, это коммерческий автомобиль, который славится своей простотой, надежностью и минимализмом. Кстати, интересным является тот факт, что на все комплектации данной модели устанавливается 6 подушек безопасности. Чем же нас радует производитель? Это тем, что он дает гарантию 3 года, либо 100 тысяч километров пробега. Ну а стоимость данного авто составляет 8580 евро. На этом все. Спасибо, что были с нами. Если данное видео вам понравилось, то рекомендуем подписаться на канал, поставить лайк, написать комментарий и поделиться данным видео с друзьями. На этом все. Ну а мы встретимся в следующем обзоре.